Здравствуйте, друзья! Я вот о чем подумал. Наверняка среди вас есть любители страшилок. И наверняка среди этих любителей есть такие, которым неохота переключаться с ролика на ролик, а хотелось бы посмотреть все серии сразу. Я прав? Знаю точно, что такие есть. И вот для них я и подготовил этот ролик. Хоррор-мейкер, а скажи им, пусть подписываются на наш канал, ладно? Конечно, бро, конечно скажу. Друзья, а почему бы в самом деле и не подписаться? Ну, те, кто еще не подписан, не пожалеете. Будет интересно и страшно. Все ролики я поделил на сериалы. Этот сериал про пожирателей людоедов. Итак, пожиратели. Первый сезон. Первая серия. Smile Room. Съела нескольких человек. Хотела съесть Тревора Хендерсона, но не съела. Привет, я хоррор-мейкер. Если тебе уже есть 13 лет и ты любишь ужастики, заходи на мой канал Лепка Хоррор Шоу. Здесь разговаривают объекты SCP и появляются ужастики из компьютерных игр и фильмов. Заходи, подписывайся. Обещаю, скучно не будет. Ссылочка на канал в описании. Один мой давний знакомец, фотограф папарацци, узнав, чем я занимаюсь, предложил мне хорошую услугу – выискивать сенсации и аномалии, происходящие в хоррор-мире, и за хороший гонорар передавать мне фото. Именно он передал мне фото сиреноголового после коронавируса, его бабушки и мутировавшего Биг Чарли. И вот недавно он позвонил мне и сказал, что знает, в каком месте чаще всего появляется Smile Room. Он сказал, что может сделать пару фотографий этого монстра. И еще он сказал, что попробует проникнуть внутрь этого здания, на котором чаще всего появляется жуткая улыбка. Я не мог отказаться от такого предложения. Тем более, что Джим сказал, что возьмет деньги только за фотографии монстра на стене. А вот фото комнаты он мне передаст бесплатно, так как ему самому ужасно интересно проникнуть в середину этого здания и посмотреть, что там. Я подумал, вот это мне повезло, и стал с нетерпением ждать фотографий. А пока я ждал звонка от Джима, я стал собирать информацию о Smile Room. Поделюсь с вами, друзья, тем, что я нашел. Итак, Smile Room – это аномальная сущность, которая появляется за дверью в случайное время и в случайном месте. То есть, приходя в гости к другу, вы звоните в звонок и ждете, когда друг откроет вам дверь. И вот дверь открывается, но вместо друга вы видите гигантскую кривозубую улыбку, полностью занимающую дверной проем. Как вам такая ситуация? Не приведи Господи, как говорится. Внешне это существо напоминает человеческие зубы огромных размеров, полностью закрывающие дверной проем. Также оно может появиться и на сплошной стене. Чаще всего этот монстр устраивает своим жертвам ловушки. Человек заходит в комнату через самую простую дверь, а когда хочет из нее выйти, вместо двери появляются эти жуткие зубы.
Если после встречи с этим существом человек каким-либо образом смог выбраться, то оно будет преследовать его до конца жизни или пока не убьет его. Скорее всего, этот монстр не единственный в своем роде, так как после истории об исчезновении двух подростков в городе Ошава, провинции Онтарио, 7 июля 2006 года стали поступать другие свидетельства очевидцев. Подростки пропали без вести после того, как зашли в боулинг. Когда же полиция занялась их поиском, был найден телефон одного из ребят. Среди последних фотографий на телефоне были фотографии зубастой двери. После проведенного экспертного анализа было установлено, что аномалия на фотографии не является частью здания. В ходе длительных и тщательных поисков подростки так и не были найдены. Спустя несколько месяцев после этого ужасного инцидента один из пользователей Reddit написал следующее. Однажды вечером, придя домой, ничего не подозревая, как обычно, я открыл дверь ключом и уже собирался заходить, как вдруг в темноте я увидел вместо двери жуткие кривые зубы. От страха и неожиданности я сделал шаг назад и упал. Когда я поднялся, то моя дверь выглядела как обычно. И я подумал, показалось. И вот недавно, когда я прочитал историю пропавших подростков и увидел фото с их телефона, меня словно током прошибло. Именно эту улыбку я и видел тогда в своем доме. И значит, мне не показалось. Теперь я живу в страхе, что снова увижу эти жуткие зубы. И таких историй было не одна и не две, а множество. Причем некоторые из них появлялись в одно и то же время. Из чего можно сделать вывод, что зубастая аномалия не одна в своем роде, а похоже, их действует целая банда. Что я еще узнал, друзья, об этом жутком существе? А узнал я следующее. Если жертве удается избежать пережевывания, она попадает в иное измерение, представляющее собой багровую бездну. Жертва будет падать, пока не умрет от голода или жажды. И вот когда я прочитал всю эту информацию, я понял, что Джиму, моему знакомому фотографу, грозит смертельная опасность. Зная его характер, его любовь к приключениям и детскую беспечность, я подумал, что он мог не знать, что Smile Room не такой уж безобидный монстр, как могло показаться на первый взгляд. Я схватил телефон и начал звонить Джиму, чтобы предупредить его об опасности. Я похолодел от ужаса. Телефон Джима был недоступен. Я продолжал звонить снова и снова, в надежде, что произойдет чудо, и Джим возьмет трубку. Целые сутки я провел в состоянии ужасного потрясения. И вот раздался звонок, который вывел меня из ступора. Звонили с неизвестного номера. Какой-то человек сообщил мне, что нашел телефон около пиццерии. Последний номер, на который звонили, был мой номер. Я помчался навстречу с человеком, позвонившим мне, и мои самые плохие догадки подтвердились. Это был телефон Джима. Последние фотографии, которые были в его телефоне, это были фотографии Smile Room. Их было много. По-видимому, Джиму все-таки удалось обхитрить существо и проникнуть внутрь помещения.
Все, что было на этих фотографиях, я попытался сегодня воспроизвести для вас и слепил это из пластилина. Как видите, сама зубастая улыбка появляется на стене дома, на котором кто-то дорисовал человеческое лицо. А может, это лицо было и раньше на этой стене? Ну, вы знаете, есть такие ребята, которые любят рисовать на стенах разные веселые картинки. Я предполагаю, что монстр Smile Room чаще всего появляется именно на этой стене, потому что здесь ему было легче всего заманить жертву. Ведь лицо, пусть даже перевернутое и пусть даже с кривозубой улыбкой, выглядит не так ужасно, как пустая стена с зубами. И боюсь предположить, что многие купились на эту хитрость и вошли внутрь этого здания, как и Джим. Внутри комнаты стоит диван. Среди фотографий Джима был просто диван и диван с вот такими зубами. А еще на полу в комнате лежал зубастый ковер. Но что самое интересное, в комнате не было потолка, а вместо него невероятно ярким светом светились звезды. Они были так красивы, что невозможно было оторвать глаз. И кажется, я догадался, почему небо было таким красивым. Человек, заходящий в комнату, начинал озираться по сторонам. Его взгляд падал на мерцающие звезды, от которых невозможно оторвать взгляд.
И вот человек, не глядя под ноги, как завороженный идет. И тут его хватает зубастый ковер и затягивает в бездну. А если человек захочет присесть на диван, его ждет та же участь. Этот монстр очень хитрый, и он все продумал до мелочей. Я сомневаюсь, что кому-то удалось выйти из этого дома. И самое для меня печальное, что один из этих несчастных был Джим. Спасибо тебе, дружище, что даже после своей гибели ты передал мне эти фото. Извините, ребята, но сегодня я не буду передавать приветы, так как обычно я это делаю радостным голосом. Но сейчас я не могу быть радостным. Так что извините. Всем спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. С вами был Horror Maker. Smile Room и поныне есть в Канаде. В следующей серии жуткий и коварный монстр на колесах. Вторая серия «Поезд-людоед». Съел множество людей, в основном доверчивых зевак. Хотел съесть Джима, моего друга, репортера, но ему это не удалось. Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Horror Maker. Если вы помните, в прошлом видео я слепил 3 родственников Сиреноголового, фото которых мне предоставил мой приятель, фотограф Джим. Вот они, фонариголовый, знакоголовый и шиноголовый. К сожалению, мне достоверно неизвестно, кем они все приходятся Сиреноголовому. Но я припоминаю, что однажды где-то слышал, что у Сиреноголового есть дети, а их мать никто иная, как ожившая телевышка. Но пока не появится Джим и не расскажет мне все подробности встречи с этими странными существами и все, что ему о них известно, я не берусь ничего утверждать. А Джим, если вы помните, после того, как убежал от Шиноголового и сел на поезд, не выходит на связь. Весь ужас в том, что к нему, к Джиму, постоянно липнут какие-то неприятности и какие-то аномальные происшествия. Ну, в этом, конечно, нет ничего удивительного, ведь Джим сам их ищет. Напомню, что он решил, что во что бы то ни стало найти реальный SCP-фонд. Вот и бродит по свету в поисках приключений. Я не удивлюсь, что он запросто мог встретить поезд-пожиратель и сесть в него. Я решил слепить этот поезд, а пока буду лепить, подумаю, если бы Джим попал в этот поезд, смог бы он оттуда выбраться? Поезд-пожиратель – это аномальная сущность. Он может менять свое тело в зависимости от среды, в которой находится. Такой себе монстр-хамелеон. Правда, в отличие от хамелеона, который меняет окраску, чтобы его не съели враги, поезд-пожиратель, наоборот, меняет свое тело
чтобы эффективнее охотиться. Одна из форм существования этого монстра – это поезд метро. Оно превращается в поезд для того, чтобы поохотиться на людей, стоящих на перроне. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Черкизовская. Существо полностью имитирует вагон поезда, как с внешней стороны, так и изнутри. Когда существо не пытается ни под кого подстроиться, оно выглядит как огромное яркое красное насекомое, передвигающееся при помощи множества лап. У него есть несколько рядов глаз, расположенных по бокам. Есть предположение, что существо может лазать по стенам. У существа огромная открытая пасть, а язык напоминает человеческую фигуру. Когда поезд-пожиратель превращается в вагон метро, он прибывает на платформу, где стоят ничего не подозревающие люди. Двери открываются, люди заходят в поезд, но вот дверь закрывается, и тогда существо снова принимает свою обычную форму красного насекомого. Известно, что существо может превращаться в автобус, трамвай или железнодорожный состав. И вот если представить, что Джим оказался внутри поезда пожирателя, то как бы он мог спастись? Я, кажется, знаю. Когда-то в детстве я читал сказку «Пиноккио». И вот однажды, когда Пиноккио оказался в чреве огромного кита, чтобы выйти наружу, он решил разжечь костер прямо внутри кита, для того, чтобы заставить кита чихнуть. Вот так Пиноккио и спасся. Я думаю, что Джим поступил так же. Наверняка он тоже читал эту сказку. Чтобы мои хорошие предположения оправдались, я даже слеплю костер внутри поезда, а сам поезд изображу в момент чихания. И как раз в этот момент из его пасти ногами вперед вылетает Джим.
Собственно, вот так вот выглядит поезд-пожиратель, которого обхитрил мой находчивый приятель Джим. Теперь осталось выяснить, где территориально все это происходило. То есть, где сейчас может находиться Джим? Ведь, скорее всего, его мобильный телефон остался в чреве монстра. Хоть бери, да самому отправляйся на поиски Джима. Уважаемый хоррор-мейкер, вы же знаете, как я вас уважаю и уважаю ваше творчество. Если вы уедете, то все развалится, в том числе и ваш канал Лепка Хоррор Шоу. Согласен с вами, Мисти. Но что же мне делать? Как помочь другу, если он в беде? Я могу поехать вместо вас и найти Джима. Вы? Да. А вы сомневаетесь в моих способностях? Не сомневайтесь. Это я только с виду такая большая, не очень молодая тетенька. Но внутри я лев. Я орел. Я терминатор. Если понадобится. Так что я обещаю, что найду и помогу вашему другу. Вы ведь всегда откликаетесь на мои просьбы. А я добра не забываю, так что лепите и развивайте канал, а я пошла собираться в путь. Ну, Мисти, вы даете, просто нет слов. Что ж, друзья, вот такой вот крутой вираж. На сегодня у меня все. С вами был Хоррор-мейкер. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лепка истории. До встречи! Пока-пока! Мой мужественный друг нейтрализовал поезд-пожиратель. Об этом 2 последующие серии. 3-я серия. Поезд-людоед вернулся. Поезд-людоед вернулся и снова принялся за свое черное пожирательское дело. Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Сразу начну со страшного случая, который постиг меня на днях на одной из железнодорожных станций. Но, конечно же, прежде всего предупреждаю, обязательно досмотрите до конца, ведь кто-то не останется без сюрпризов. Я ведь знаю, что вы любите сюрпризы, особенно приятные. Если я прав, жмите лайк, если нет, жмите дизлайк. Думаю, это будет справедливо. А еще будет просто здорово, если новые зрители немедленно подпишутся на мой чудо-канал. Впрочем, это не обязательно. Хочешь сюси-пуси, мули-були и прочие няшки-маняшки, тогда, безусловно, подписываться не надо. Тогда тебе нужен канал для детишек, ну, тех, которым еще нет 13 лет. А вот если ты крутой парень или крутая девчонка, если ты хочешь испытать неповторимые эмоции, зарядиться драйвом, узнать всякие страсти-мордасти для настоящих мужчин, тогда тебе, конечно, сюда. Не стесняйся, жми на подписку и на колокольчик. Так вот, давно я не получал весточек ни от Джима, ни от Мисти. Был очень взволнован и решил сам поехать на их поиски. Само собой взял с собой Форсажа. Ну, мою огромную черную собаку. Форсаж, сидеть! Умный. Решил передать ее Джиму для поиска SCP фонда. Купил билет в центр Европы и поехал на вокзал. Стою я, значит, на перроне, жду поезда и вдруг вижу,
едет что-то до боли знакомое. Жуткое, кошмарное, с зубами. С него свисают разные останки съеденных им людей и других существ. Даже невозможно разобрать, кого именно. У меня мурашки по коже. Ведь это поезд-людоед, поезд-пожиратель, который я лепил раньше. Известное творение Адама Смита. Что делать? Бежать или рискнуть и сесть в этот поезд? Может, эта вселенная посылает мне знак, и мне нужно именно не бояться и сесть в него, чтобы добраться до пункта назначения. Стою и размышляю, а поезд этак не спеша проезжает мимо меня, не останавливается. Пронесло. Это хорошо, что он сразу выглядел так жутко. А представляете, если бы он выглядел как нормальный поезд, и я бы в него сел, и что было бы потом? Да упаси Господи, даже представлять такое не хочу. И вам не желаю. Ну, значит, стою я снова и жду поезда. Проходит совсем немного времени. Наверное, минут 5, не больше. И что вы думаете? Снова едет этот самый поезд. С той же стороны, с которой он ехал до этого. Что за ерунда, думаю я. Еще один поезд-людоед, что ли? Может, Адам Смит нарисовал еще один поезд? Так сказать, близняшку. Но и этот поезд проехал мимо. Что за напасть. Ну, я-то пока жив. Конечно, напугался слегка, не без того. Иногда даже я, хоррор-мейкер, испытываю легкое чувство страха. Дай, думаю, пойду к начальнику вокзала и узнаю, что за странные события происходят на вокзале. Подошел и спрашиваю. А что, мол, у вас тут поезда-людоеды разъездились? Так, глядишь, совсем пассажиров не останется. А он мне отвечает. Дело в том, любезный, что после того, как поезд-людоед сожрал 17 187 человек, 39 собак, 45 кошек, 3 попугая, 2 саламандры, 7 морских свинок, 1 тушканчика и 2 енотов, я решил, что пора прекращать это безобразие. И отдал распоряжение стрелочнику повернуть стрелку таким образом, чтобы закольцевать этот участок дороги. И с тех пор поезд-пожиратель все время ездит по маленькому кругу. И скоро он, может быть, от голода помрет. Ведь никто в него теперь не садится. Вот такие пироги, ребята.
вот он, поезд-людоед, который ездит по кругу вдоль закольцованной железной дороги. Как вам, а? Так что теперь, если кому нужно куда-то ездить на поезде, смело садитесь на остановившийся поезд и езжайте куда вам надо. А мне за ценную информацию, которую я вам сообщил, думаю, полагается законный лайк. Да и подписочка новых зрителей не помешает. Смело подписывайтесь и жмите на колокольчик. А за сим позвольте откланяться. С вами был Хоррор-мейкер. Как Джиму удалось усмирить поезд-пожиратель. Об этом в следующей серии. 4-я серия. Поезд-пожиратель нейтрализован. Мой друг-репортер Джим нейтрализовал поезд-людоед. И теперь он не опасен и никого никогда не съест. Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Я очень сильно устал от всех этих проделок с Джимом. То он в Smile Room попадет, и та его едва не проглотит. То его поезд-людоед едва не съест. То еще в какую-то неприятность. Удивительной настойчивости и смелости человек. Да, так вот, о поезде-пожирателе. Ну, вы знаете, творение Адама Смита. Недавно ко мне пришла информация от Джима о том, что с ним произошло что-то уму непостижимое. Он прислал мне письмо по электронной почте. И сейчас я прочитаю вам это письмо. Но сначала прошу у вас, вы хотите слышать эту историю? Если да, жмите лайк. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы и впредь слушать мои удивительные истории. Учиться лепить из пластилина вместе со мной и ничего не пропустить. Много лайков. Это хорошо. И подписались многие. Прекрасно. Да. И на колокольчик понажимали. Супер. Итак, вот письмо Джима. Дорогой друг, сегодня я попал на ту же самую станцию в центре Европы, на которой недавно побывали вы. Та самая станция, на которой ездил закольцованный поезд-людоед. Несмотря на то, что поезд ездил по кольцу, я решил, что он все еще представляет собой опасность и решил исправить этот недочет. Мне в голову пришла гениальная мысль. А что, если я сделаю так, что поезд-пожиратель сожрет самого себя? Но как это сделать? И я начал действовать. Сначала я приготовил приманку, несколько муляжей манекенов, магнитофон со специально записанными звуками, имитирующими присутствие многих людей, разговоры, музыка и все такое, а также специальные имитаторы человеческого запаха. Кроме того, я приготовил для себя страховочную веревку, обвязку и карабины, для того, чтобы случайно не выпасть из вагона во время проведения всей операции. План у меня был такой. Когда поезд немного притормозит на одном из участков тоннеля, я вброшу в последний вагон, в тот, в котором вы видели останки сожранных чудовищем людей и зверей, муляжи, свое снаряжение и впрыгну сам. Притаюсь и стану наблюдать. Я знал, что поезд-людоед очень голоден, потому что в последнее время он был без еды, ведь никто в него не садился. А нюх у него, ого-го, не хуже, чем у собаки.
Поезд почувствует запах, раздающийся из последнего вагона. Он попытается догнать этот вагон для того, чтобы слопать всех пассажиров. Начнет трансформироваться, то есть вытягиваться. Приближившись к своему последнему вагону, он увидит, что в вагоне много людей. Запах возбудит в нем еще больший аппетит. Поезд еще больше вытянется и начнет заглатывать последний вагон. Поскольку запах будет продолжать действовать на его рецепторы, поезд будет заглатывать сам себя все больше и больше и в конце концов сожрет сам себя полностью. Вот такой у меня был план. Ну и поскольку я подготовился к осуществлению этой авантюры очень тщательно, все прошло на ура. Он таки сожрал себя целиком. Правда, я до конца этого не видел, поскольку выскочил раньше, чем поезд-пожиратель снова въехал в тоннель. Я немного постоял, подождал. Не выйдет ли поезд из тоннеля? Нет, он не выехал. Так что, дорогой друг хоррор-мейкер, можете спокойно ездить на поездах и не бояться, что погибнете в чреве этого чудовища. А я продолжаю искать SCP-фонд. Чувствую, что совсем скоро ко мне придет удача. И я таки найду его и тут же сообщу о своей находке вам. Удачи вам, хоррор-мейкер. Вот, друзья, поезд-людоед, пожирающий самого себя. Как вам? Вы довольны? Теперь вы в безопасности. Казалось бы, радость. Поезд-людоед нейтрализован. Но я узнаю от Тревора, что появился новый монстр-пожиратель. Смотри следующую серию. 5-я серия. Горка-пожиратель. Мой друг Тревор Хендерсон написал мне письмо, в котором рассказывает о том, как он увидел горку-пожиратель и женщину-привидение. Сколько человек съела эта горка, неизвестно. Ребята, сегодня я хочу рассказать вам жуткую историю, которая приключилась с моим другом Тревором Хендерсоном. Буквально на днях я получил от него письмо следующего содержания. Здравствуйте, мой дорогой друг, как вы поживаете? Все ли у вас хорошо? Не коснулась ли вас эта зараза, распространившаяся по всему миру? Я, конечно же, имею в виду коронавирус. Надеюсь, что вы живы и здоровы и продолжаете лепить моих криповых персонажей. Вы, конечно, будете очень удивлены, но в данный момент я нахожусь вовсе не в Канаде, а на Соломоновых островах. И это не отпуск и не командировка. Мне пришлось срочным образом сбежать туда. Я сейчас объясню вам почему. Дело в том, что еще 2 года назад я как-то ночью возвращался домой с дружеской вечеринки. Было очень темно, на небе не было луны. Обычно я хожу по светлым, освещенным в любое время суток улицам. Но на этот раз я решил срезать путь и в какой-то момент свернул направо.
Пройдя метров 200, я услышал позади какие-то шаги. Поступь была довольно тяжелая, мужская. Я подумал, что это, возможно, какой-то ночной грабитель решил напасть на меня и отобрать мой кошелек. Я ускорил шаг. Шаги за мной тоже ускорились. Я пошел быстрее. Тот, кто шел позади, также не отставал. Я оглянулся, но никого не увидел. Тогда я решил пойти на хитрость. Я пробежал несколько метров, забежал в какой-то дворик с детской площадкой и притаился за детским домиком. Как мне показалось, звук шагов пропал. Я постоял несколько минут. Затем вышел из-за домика и нос к носу столкнулся с... Даже не знаю, как описать это существо, чтобы вы могли понять меня. Это была женщина, вся в белом. Она была похожа на привидение. Я на мгновение оцепенел, не зная, как вести себя. Внутри у меня все сжалось. И женщина исчезла. Я постоял еще несколько минут, потом собрался с духом и пошел по направлению к своему дому. Через 10 минут я был дома. А на следующий день я решил пойти в этот дворик и посмотреть на него внимательно. А вдруг я увижу что-нибудь такое, что поможет мне понять какую-то тайну, связанную с этим двориком. Я пошел туда. Ничего примечательного я там не увидел. Дворик как дворик, разные детские сооружения, домики, спортивные комплексы. У вас наверняка есть такие же. Вскоре я забыл об этом происшествии, но через пару недель я снова возвращался ночью домой от своего приятеля. Он художник, как и я, и мы с ним частенько обсуждаем наши арты. Решил пойти через тот же самый дворик. Дело было ночью, и на небе опять не было луны. Когда я подошел к тому самому дворику, я увидел на нем очень странную горку, детскую горку. Но таких горок я раньше никогда не видел. У нее были ноги и зубы. Вы можете такое представить? Я не потерял самообладание, вынул из кармана свой смартфон и сделал фотографию этого существа, которую прилагаю к своему письму. Я вернулся на освещенную улицу и пошел домой. На следующий день я пошел в этот дворик и, представьте себе, никакой горки там не обнаружил. Я начал проходить через этот двор чуть ли не ежедневно, но не видел там ни горки, ни той странной женщины-привидения. Так прошло почти 2 года. И вот пару недель назад, когда я снова шел, уже так сказать, проторенной дорожкой через эту самую детскую площадку, я снова увидел ту самую зубастую горку. И на площадке вверху стояла та самая женщина-привидение. Она села на горку, съехала с нее и направилась в мою сторону. Я тут же развернулся и стремглав помчался домой. Я очень испугался. Вы знаете меня, я не робкого десятка, считаю себя довольно смелым мужчиной. Я был бы не я, если бы так и оставил все, не расследовав до конца эту непонятную историю с горкой и женщиной-привидением. На следующий день я пошел на детскую площадку днем. Не обнаружил там ни горки, ни женщины. Но когда я пошел туда в тот же день, но уже ночью, то увидел, что зубастая горка снова там. Более того, ее рот шевелился. Внезапно из-за горки выскочила та самая женщина и резким шагом направилась в мою сторону. При этом она начала произносить
что-то нечленораздельное, но среди этого потока слов я различил такие слова. «Если ты приди ко мне, я тебя...» В общем, я понял, что эта особа хочет сделать со мной что-то нехорошее. Что-то такое, что мне не понравится, возможно, даже может нести угрозу моей жизни. И я не стал рисковать. Я купил билет до Брисбена, это город в Австралии. Оттуда на катере поплыл на Соломоновы острова. И вот сейчас я нахожусь здесь, сижу на берегу моря и пишу вам это письмо. Здесь очень тепло, очень красиво. Правда, местные жители говорят, что здесь есть пираты. Но я не думаю, что пираты могут представлять для меня большую опасность, чем эта женщина-привидение и зубастая горка. На этом буду с вами прощаться, мой дорогой друг. Пожалуйста, передайте от меня привет нашему общему знакомому Джиму. Кстати, буду рад, если вы сообщите мне, как продвигаются его поиски SCP-фонда. Обнаружил ли он что-то новое? С наилучшими пожеланиями, ваш Тревор. Вот такую горку и такую женщину-привидение я слепил, опираясь на те фото, которые Тревор мне прислал. Надеюсь, ребята, что они вам понравились и страху на вас нагнали. А что делать? Такие у вас теперь знакомые. Тревор Хендерсон и я, Horror Maker.
Ну ничего, скоро на моем новом няшном канале отдохнете от страшилок. Всем спасибо, скоро увидимся. С вами был Хоррор-мейкер. Горка-пожиратель еще жива. Но история о новом жутком монстре-людоеде затмила историю про горку-пожиратель. Что это за монстр? Смотри дальше. 6-я серия. Ванна-пожиратель. Один из самых страшных пожирателей. Попасть такому не приведи Господи. Но точно знаю, что никто из вас, мои друзья, ни к этому пожирателю, ни к другим никогда не попадете. Потому что я выяснил, что пожиратели съедают только тех, кто приносит в этот мир зло. А вы все прекрасные люди. Так что будьте спокойны. Look into my heart and sing what my love you are to me. Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Ребята, я совершил совершенно потрясающее открытие. Сейчас расскажу. Вы, конечно, помните двух жутких чудовищ-пожирателей, чудовищ-людоедов, которых я лепил ранее. Одно из них – персонаж американца Адама Смита. Это поезд-пожиратель. Второе – персонаж канадца Тревора Хендерсона, Горка-людоед. Оба этих монстра ужасно коварные существа. Не стоит попадать им в руки. Правда, что касается первого из них, поезда-людоеда, то я надеюсь, Джим покончил с ним навсегда. Вы же помните мой ролик про то, как поезд съел самого себя? Вот, друзья, поезд-людоед, пожирающий самого себя. Как вам? Вы довольны? Кто не помнит, смотрите на моем канале. А ссылочку я на всякий случай оставлю в описании. А вот Горка и до сих пор злодействует. И даже самому Тревору пришлось удрать от нее на Соломоновые острова. Да, так вот, о моем открытии. Я узнал, что у поезда-пожирателя и Горки-людоеда есть родственники. Узнал я об этом случайно. После того, как мне рассказали жуткую историю, произошедшую в одном из небольших городков. В этом городе жил мужчина, на вид красивый, сильный, статный и, как говорят люди, вполне благополучный и очень богатый. Правда, слухи о нем ходили разные, что он доставляет окружающим неприятности и даже приносит беду, что он якобы разорил несколько семей и даже привел к гибели нескольких человек. Не буду врать, подробностей не знаю. Так вот, однажды, не так давно, этот человек решил напакостить одной хорошей семье и завладеть их имуществом. Причем все это было незаконно. Он приготовился к этому рейдерскому захвату, то есть, говоря простыми словами, грабежу. Взял с собой все необходимое и пошел в дом к этой семье. Он их всех запугал, связал и затем упаковал все ценности в свои сумки.
Но затем он, чтобы окончательно поглумиться над семьей и одновременно расслабиться после своего злодеяния, решил принять ванну прямо в доме ограбленной семьи. Вот эта ванна. Он набрал полную ванну воды, разделся и лег в ванну. Через 5 минут связанные бедные родители и дети услышали какие-то странные звуки из ванной, какое-то бултыхание и сдавленные крики. И удары, как будто кто-то ударяет веслом по воде, как будто плещется огромная рыба, которую вытаскивают на борт рыболовного судна. Но поскольку они были связанными, да еще и с кляпами во рту, они не могли пойти в ванну и посмотреть, что же такое там происходит. Только утром, когда позвонила бабушка и поняла, что с ее дочкой и внуками что-то не то, она вызвала полицию. Полиция приехала в дом и увидела такое, не дай бог такое увидеть. Я не буду рассказывать вам, что же они такое увидели, я просто покажу вам это. Видите? Так что же произошло? А вот что. Во-первых, я узнал, что существует такой монстр – ванна-пожиратель. И я думаю, что она съедает не всех, а только плохих людей. Тех, кто замышляет и тем более творит злодеяния. Во-вторых, я понял, что у поезда-людоеда и горки-пожирателя есть родственники. Более того, этих родственников несколько. Вскоре вы обо всех них узнаете от меня. В-третьих, я понял, что хорошим людям нечего бояться, что их съест ванна-людоед, поскольку она ест только плохих людей. И, наконец, последнее. Изучив как следует вопрос этого необычного семейства монстров, я начал за ними наблюдать. Я проник в сумеречный слой и увидел, кем они являются там, в первом слое. Вы будете удивлены еще больше, чем был удивлен я. Хотите знать? Тогда переходите на мой новый канал, который я начну с конца ноября. Только помните, что на том канале я леплю только няшных персонажей. Понимаете теперь, какими являются эти монстры там, в том слое? То-то и оно очень неожиданно. А сейчас напоследок
Я покажу вам ванну людоеда, когда она готова съесть плохого человека. Выглядит она вот так. Если вам понравился мой ролик, ребята, жмите на лайки. Я вам интересный ролик, вы мне лайки и интересные комменты. Хотите больше хороших роликов? Тогда подписывайтесь. Все по чесноку, то есть по-честному, верно? До встречи, мои дорогие подписчики. С вами был Хоррор-мейкер. Страшная ванна-пожиратель еще на свободе. Но есть еще более коварный пожиратель, который живет в Америке. Об этом следующая серия. 7-я серия. Лифт-пожиратель. Необычный пожиратель находится в городе Луфкин, округ Ангелина, Соединенные Штаты Америки. Достоверно съела одного человека, еще 5 под вопросом. Все съеденные преступники. Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. На днях прочитал одну статью в западной газете. Эта статья подтвердила мою гипотезу о существовании целого семейства людоедов. Это Smile Room. Поезд-пожиратель. Горка-людоед. Ванна-людоед. И вот я узнаю, что существует еще один монстр-людоед. Какой? Да смотрите ролик до конца и узнаете, что же это такой за монстр. Я начинаю его конструировать. Да-да, не просто лепить, а именно конструировать. Потому что для воспроизведения образа этого зловещего и коварного персонажа я режу картон, склеиваю его и, конечно же, леплю из пластилина. А вы, пока я делаю этого монстра, послушайте, что пишут в статье. Весь округ Ангелина Каунти взволнован произошедшим вчера событием. В самом крупном торгово-развлекательном центре города Луфкин семья жителей пригорода, состоящая из папы, мамы и 10-летнего сына, завершив покупки, решила пообедать в ресторанчике, расположенном 4 этажами выше. Они подошли к лифту, и отец семейства нажал на кнопку вызова. Когда лифт приехал, первой в него зашла мама, затем вбежал мальчик. Папа немного замешкался, и в это время лифт неожиданно закрылся и начал подниматься.
Папа дождался, когда лифт поднимется на 7-й этаж, затем нажал кнопку вызова, лифт опустился, двери открылись, и папа зашел в лифт. Вот что рассказывает один из очевидцев произошедшего. Рабочий логистического склада Бенджамин Садовский. Я сидел на скамейке, допивал свою колу и наблюдал за симпатичной молодой семьей, папой, мамой и мальчика лет 10. Они стояли у лифтовой шахты в ожидании лифта. Когда лифт остановился на нашем этаже, открылись двери. Мама с мальчиком вошли в лифт, а папа почему-то не вошел. Я не понял, почему он с ними не поехал. Через пару минут лифт снова опустился, и папа зашел в него. Когда двери лифта начали закрываться, я увидел нечто такое, что повергло меня в неописуемый ужас. Закрывающиеся двери были не просто дверьми, это были какие-то монстрообразные жуткие челюсти с огромными зубами. Когда чудовище сомкнуло свои челюсти, зубы исчезли, и лифт, как ни в чем не бывало, поехал наверх. Я подумал, что у меня галлюцинации, и решил никому не рассказывать о происшедшем. Но позднее я прочитал статью о пропавшем молодом мужчине, позвонил в телестудию и рассказал обо всем, что видел. Рассказывает сотрудник бутика кожаных изделий в торгово-развлекательном центре. Меня зовут Моника Штеплер. Я продаю разные кожаные изделия, сумки, портфели, ремни, перчатки и тому подобное. Заходите к нам в бутичок, будут скидки. Я работаю уже в бутике уже 1,5 года. Моя витрина находится прямо напротив лифта, и я часто наблюдаю за посетителями, которые подходят к лифту и заходят в него. Пару раз я видела, что закрывающиеся двери превращаются в кровавые десна с огромными зубами. Я списывала это все на свое болезненное состояние. Но сейчас, после того, как я увидела на канале NBS репортаж о происшедшей трагедии, я поняла, что это был не плод моего больного воображения, а реальность. А вот что говорит еще один свидетель, менеджер IT-компании Рахманиш Абусси. Я как-то раз покупал гамбургер и краем глаза заметил, что в лифт заходит молодой мужчина с какими-то пакетами. Наверное, в пакетах у него были покупки, которые он сделал в торгово-развлекательном центре. Когда двери лифта начали закрываться, я увидел, что они превратились в какие-то жуткие, просто ужасные челюсти с огромными зубами. Я ущипнул себя, чтобы убедиться, что я вижу это наяву. Когда зубастые двери лифта закрылись, они снова стали обычными дверьми, и лифт поехал наверх. Я испугался, что увиденное плод моего больного воображения, и на следующий день я пошел на консультацию к своему психологу. После тщательного расследования выяснилось, что за последние полгода в торгово-развлекательном центре пропало 6 человек. 3 мужчины, 2 женщины и 1 старушка. Следственная бригада пришла к выводу, что виновником всех пропаж является лифт-пожиратель. Но когда бригада лифтеров решила демонтировать лифт, они увидели обыкновенный лифт фирмы Otis, без каких-либо признаков наличия зубов. Внутри лифта также не было обнаружено ничего сверхъестественного. Следователи решили установить за лифтом круглосуточное наблюдение. Пока никаких результатов, которые могли бы пролить свет на эти загадочные истории, не получено. Наблюдение продолжается. Вот он, обыкновенный лифт. Такой, какие работают во многих торгово-развлекательных центрах. Друзья, если кто-нибудь из вас поедет в США, старайтесь не попадать в город Луфкин в округе Ангелина-Каунти. Это опасно для здоровья и, возможно, для жизни. И поскольку я не уверен, один ли такой лифт существует на Земле,
Я рекомендую вам быть очень осторожными и внимательными при посадке в лифт. Лично я предпочитаю ходить пешком. Во-первых, это полезно для здоровья. С одной стороны, вы тренируете себя, свои мышцы и дыхание. С другой, вы не стоите близко от людей и тем самым в период пандемии уменьшаете риск заболевания коронавирусом. Во-вторых, как вы знаете, преступники частенько творят свои грязные делишки типа ограблений именно в лифтах. Ну а уж если вам придется садиться в лифт, то будьте наблюдательными и в высшей степени осторожными. Ладно? А я в очередной раз убедился, что существует целое семейство пожирателей, людоедов. Думаю, что список на этом не заканчивается, и я продолжаю заниматься своими собственными расследованиями этого феномена. Остаемся на связи. С вами был HorrorMate. Есть мнение, что существуют и другие лифты-пожиратели. Следствие продолжается и ведется в условиях высочайшей секретности. В следующем сезоне знакомьтесь с новыми наикриповейшими пожирателями. Если, конечно, не боитесь.